Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать интересную тему, а именно психосоматика болезней непосредственно вашего знака зодиака. То есть те болезни, которые характерны для Водолея. Но прежде чем мы приступим, я хочу вам напомнить, что всю информацию, которую я сейчас буду давать, она является характерной для всех представителей знака зодиака Водолей. То есть и Водолей по Солнцу, и по асценденту. Но наиболее точной, я бы даже сказала, точечной, правильной, корректной будет расчет вашей индивидуальной натальной карты у астролога. Соответственно, с выявлением всех проблемных моментов по вашему состоянию здоровья. Почему я не рекомендую вам рассчитывать самостоятельно? Если вы не сильны в астрологии, вы не сможете выполнить сами ректификацию вашей даты рождения, непосредственно времени рождения. Почему это очень важно? Потому что даже если вы знаете время, вам, не знаю, родители оставили бирку с дня рождения, не всегда это время указано корректно. То есть, не знаю, там некорректно показывали время, часы, кто-то где-то там на 5 минут опоздал, записал чуть позже. Казалось бы, это мелочь, но на самом деле это играет очень большую роль. Поэтому, если вы хотите знать точно и точечно все о себе и своем состоянии здоровья, то welcome, как говорится, к любым астрологам. Но мы сейчас будем говорить о предрасположенности заболеваниям непосредственно вашего знака зодиака с точки зрения астрологии и таро. Почему конкретно в контексте этих дисциплин? Потому что еще до 18 века изучение астрологии и ее связи с человеческим организмом, оно входило в программу профессиональной подготовки врача. Современная медицина у нас, безусловно, не прибегает к помощи астрологии, но и астрология, и аналитика на Таро, они по-прежнему способны дать ответы на многие вопросы, которые касаются вашего состояния здоровья. Что вы для себя можете подчерпнуть, анализируя вашу натальную карту, или если будут рассматривать ее астролог? Конечно же, мы смотрим предрасположенность к заболеваниям и состояние здоровья в целом. Но на эти моменты у нас влияют следующие факторы. В первую очередь, это знак зодиака, в котором находится у вас Солнце. В частности, вы у нас Водолей, 11 дом. То есть Солнце у вас Водолея. И знак, который является противоположным знаку вашего рождения. Иными словами, это знак в оппозиции к солнечному. Для вас это будет непосредственно знак зодиак Лев. То есть то, что в натальном поле находится на одной оси с вами. То есть либо знак, который является противоположным вашему. Далее мы учитываем обязательно асцендент. Асцендент – это восходящий знак. Он во многом определяет нашу внешность, общее физическое состояние, наше здоровье в целом. Ну и, конечно же, тот дом в натальной карте, где у вас есть стеллиум планет. Стеллиум – это группа из 3 или большего количества планет в одном конкретном доме. Далее мы учитываем с вами и будем разбирать астрологические дома. В частности, это ось 2-8 домов и 6-12. Почему непосредственно две эти оси? Потому что они отвечают за состояние здоровья в нашем организме. Почему? Сейчас будем с вами анализировать и рассматривать в целом. Потому что 2-й дом у нас отвечает за нашу энергетику, энергонарушение. 2-й дом вообще это дом денег или дом ресурсов. С точки зрения состояния здоровья это наша ресурсность, наша энергетика. Другими словами, это то, на что мы можем повлиять. То есть если мы правильно питаемся, соблюдаем режим дня, занимаемся спортом, не злоупотребляем алкоголем, табаком или там какими-то лекарственными препаратами, то, естественно, мы будем продлевать качество нашей жизни. Если же мы все это нарушаем, конечно, мы усугубляем наше состояние здоровья и можем тем самым вызывать какие-то хронические заболевания. Более того, по 2-му дому у нас проходит еще энергопробои, то есть, иными словами, это как деструктивные программы. Те, кто как бы в этом разбирается, это понимает. Поэтому здесь тоже мы это учитываем при просмотре на ваши натальные карты. Далее, 8-й дом. 8-й дом у нас отвечает за смертельные заболевания, за клинические смерти, за тяжелые операции. Хотя в целом ситуация она несколько более является обширной, потому что по 8-му дому это могут быть просто резкие обострения, но не обязательно смертельного порядка. Плюс по 8-му дому у нас еще проходят вопросы наследственных заболеваний. Не обязательно от матери или от отца, это может быть и от бабушки, и от дедушки, но то, что, скажем так, проигралось в текущем воплощении по вашему колену, да, то есть непосредственно на вас
повторилась эта, допустим, болячка хроническая или заболевание. То есть, иными словами, 2 и 8 дома – это первопричины. Не зря ее называют ось кризисных состояний. 6 дом – это у нас в первую очередь манифестация болезни, то есть результаты. То есть если это причины, здесь мы уже видим, что происходит, какие заболевания. Аналогично мы это видим по 12 дому. Почему? Потому что 12 дом – это вообще пребывание в больнице, это хронические заболевания, это скрытые заболевания, которые изначально нам не видны, но потом могут неожиданно себя проявлять и, как следствие, знаете, ставить нас перед фактом. То есть это то, что мы очень долго не замечаем. Но помимо всего прочего, поскольку у нас 12 дом – это дом кармы, дом духовности, поэтому здесь у нас проходят кармические заболевания. То есть то, что мы наработали для себя из предыдущих жизней, из предыдущих воплощений. Вне зависимости, вы верите в это или не верите, как факт. Вот как это проверить? Если вдруг рождается ребенок с инвалидностью, по 12 дому зачастую она тоже проходит, то это как карма самого ребенка за предыдущие воплощения, так и карма его родителей, которые родители отрабатывают в текущем воплощении. Здесь мы можем только пытаться скоррелировать ситуацию нашими действиями, то есть вопросами благотворительности, нашим духовным, личностным развитием, нашей помощью другим людям и служением на благо другим людям. Плюс мы еще делаем акцент на 1 дом. Почему? Потому что 1 дом – это у нас наша физическая оболочка, наше физическое тело. И по этому дому у нас проходят травмы, проходят, в принципе, какие-то увечья, шрамы, рубцы, то есть изменение нашей физической оболочки, чтобы это было понятно в целом. Но помимо всего прочего, почему важно все-таки анализировать с точки зрения астрологии свое состояние здоровья? Потому что болезни по знакам зодиака на самом деле это очень полезная информация, потому что каждый знак зодиака отвечает за часть тела, орган или систему органов, и можно использовать информацию крайне успешно для диагностики человека по гороскопу. Потому что тщательно изучив свой гороскоп, мы с высокой долей вероятности можем отметить самые уязвимые места человеческого тела, по которым пройдет болезнь, и время, когда механизм болезни будет запущен. Причем болезнь формируется ведь не только по солнечному знаку. Нужно учитывать и знаки, и планеты, которые наиболее подвержены негативным аспектам. Да? Самый негативный аспект вообще, по сути, это как бы тау-квадраты, которые у вас могут быть сформированы в натальной карте. Помимо всего прочего, вот я здесь оставила вам схему, чтобы было видно, за что отвечает каждый знак зодиака по состоянию здоровья. Понятно, что это точечно, это не общая картина, потому что всего, скажем так, здесь не нарисуешь, но постараюсь вам это объяснить или это обозначить. Но анализ домов и знаков нам даст возможность определить предрасположенность и каким-либо заболеванием, и в целом это подтверждается любыми другими астрологическими методами, потому что существует такое направление в медицине, которое раньше называлось психоэндокринология, теперь называется нейроэндокринология. И вот данная дисциплина, она говорит о том, что небольшое изменение в гормонах сразу после рождения определяет состояние человека на десятки лет вперед. То есть они могут диагностировать человека на много лет вперед, какие будут болезни, когда они будут просыпаться. То есть это достаточно близко к астрологии. И помимо всего прочего, мы можем посмотреть, что все, что с нами происходит, закладывается на момент нашего рождения. То есть очень важно грамотно знать, расшифровать и уметь видеть информацию в натальной карте. Ну, непосредственно теперь по вам. Водолей. Управителем вашего знака зодиака является планета Уран. Вот именно поэтому вам дана такая мощная электрическая энергия. И не каждый представитель вашего знака зодиака может этой энергией управлять. Потому что, давайте если так дословно, вот эти, назовем так, молнии, которые возникают у вас в водолейском мозгу, бьют вас самих. Почему? Потому что если вы увлекаетесь какой-то идеей, вы настолько перегружаете свою нервную систему, что, вот знаете, если так вот дословно по планетам, то Меркурий, с которым управляет Уран вашим знаком зодиака, поскольку Меркурий у нас же управляет передачей информации в нервных клетках, а Уран отвечает за всю нервную ткань и обеспечивает высшую нервную деятельность человека, то вы настолько перегружаете эту нервную систему, что потом начинают страдать все тонкие структуры. Мозг, глаза, слуховой нерв.
И длительная напряженная мозговая активность, она приводит вас к нарушениям сна, к истериям, к нервным расстройствам, которые проявляются на соматическом уровне. Более того, это может проявляться на физическом уровне еще в виде болезни сердца, болезни желчного пузыря или слабости в ногах. Очень часто то, что видела, слышала на консультациях, в основном это, конечно, спортсмены на это сетуют, что при каких-то как бы нагрузках или перегрузках, хотя по сути, да, вы выполняете какую-то базовую программу наравне со всеми, но очень сильно болят ноги, в частности, вот лодыжки, голеностоп и так далее. То есть эти участки больше всего подвержены травмам, но и помимо всего прочего, это знаете, как вот ноют ноги, гудят ноги, судороги и все прочее. То есть это то, что свойственно водолею. Среди типичных заболеваний для вашего знака зодиака у нас проходят тромбофлебиты, судороги ног, защемление седалищного нерва, растяжение голеностопных связок. Плюс вообще к любым водолейским болячкам можно отнести невралгии, нарушение зрения, нарушение кровообращения. И вообще на самом деле среди водолеев часты несчастные случаи с электричеством, молнией и радиацией. Поэтому вам крайне важно постараться себя уберечь от этих моментов, насколько это возможно. Лучшим лекарством, конечно же, для вас от всех болезней является поддержка друзей, необычные виды деятельности, различного рода, не могу сказать приключения. Вам крайне важно чувствовать новизну мира, то есть познавать, путешествовать, перемещаться, потому что вам важны, говорю, колебания энергии, колебания воздуха. Новизна – это ваше все. И поскольку вам важно учиться осваивать принцип второй планеты-управительницы вашего знака зодиака Сатурна, очень важно учиться самодисциплине и планированию, вот тогда результаты вашего ментального напряжения будут видны не только вам, но и вашему окружению. И, конечно, признание для вас будет как и бальзам на душу, и будет вас спасать от всех хворей. Итак, делаем акцент. Почему очень важно беречь вашу нервную систему? Потому что, кстати, вы занимаете лидирующие позиции вместе со знаком зодиака Рак среди суицидников. Кому интересно или кто считает, что эта информация какая-то ложная, можете погуглить, посмотреть, проанализировать, сопоставить. Поэтому нервная система – это ваше все. Конечно же, от нервной системы, как я говорила, страдает и сердце, и сердечно-сосудистая система. Плюс здесь это может влиять и на вопросы давления, поэтому внимательно, ежедневно отслеживайте свое состояние для понимания тех либо иных тенденций. Поскольку, помимо всего прочего, вам, помимо ухудшения состояния здоровья на нервной системе, важно себя обезопасить, на мой взгляд, не то чтобы от экстремальных видов спорта, потому что здесь, если вы занимаетесь какими-то нагрузками, которые дают влияние на ноги, может быть, там лыжи, может быть, как это называется корректно, бои без правил, или что там, где вот могут бить по ногам. То есть для вас это уязвимая точка, смотрите, потому что могут быть трещины, переломы, либо действительно серьезные какие-то травмы икры, лодыжек, которые могут вас подвести к окончанию вашей профессиональной спортивной деятельности, особенно там, если вы катаетесь на коньках и так далее. То есть очень-очень за этим осторожно и аккуратно. К старости это уже, как я говорю, 70+. Что будет являться особенностью для вашего знака зодиака? Это нарушение сна, это неврозы и миопии, это судороги, спазмы ножных мышц, это, в принципе, вопросы нарушения сердечной деятельности, тромбофлебиты. Поэтому здесь очень-очень важно следить за своим состоянием здоровья именно по этим моментам. Потому что бессонница, невроз и перегрузка нервной системы могут иногда даже доводить вплоть до приступа эпилепсии. То есть очень-очень важно это понимать. Компенсаторные действия для вас. Не перегружать себя лишней информацией, особенно если вы зависимы от информации, то есть, не знаю, там, переживаете из-за каких-то негативных новостей, то, что услышали в эфире, или от просто новостей, которые идут от ваших знакомых. Старайтесь это максимально из своей жизни исключать. Это не значит, что нужно как страус зарыть голову в песок, но если вы понимаете, что это дестабилизирует ваше состояние здоровья, то лучше минимизировать эти контакты, назову так. Плюс вам рекомендовано меньше времени проводить в социальных сетях, чаще отдыхать от умственного труда. Ну и, конечно, вам важно заниматься такими вещами, как
электроника, астрология, технологии, робототехника. Почему? Потому что это все нивелирование воздействия урана на ваше состояние здоровья. Как бы это странно не прозвучало, но факт остается фактом. Еще один из таких моментов. Поскольку вы являетесь представителем одного из тех знаков зодиака, которые все недуги встречают полным равнодушием или по принципу «само пройдет», потому что даже если заболевание серьезное, вы можете игнорировать само заболевание, либо пропускать прием лекарств, или полностью пренебрегать рекомендациями врачей. То есть у вас, знаете, как из крайности в крайность. Вы либо доводите себя до изнеможения, как говорится, ничего не делая, либо у вас идет как вторая крайность. Многие водолеи очень часто на психоэмоциональном уровне бывают зависимы от каких-то лекарственных препаратов. Объясню. Ну, допустим, врач прописал вам какие-то лекарства для сердца, поддерживать там, может быть, сердечный ритм или что-то еще, и вы, когда уже даже все хорошо по состоянию здоровья, не в состоянии от него отказаться, потому что на психоэмоциональном уровне вам будет казаться, что если вы сейчас от этого препарата откажетесь, не знаю, там будет сердечный приступ или резко станет плохо, то есть у вас уже начинается как психоэмоциональная зависимость. Вот очень важно не перейти эту грань. Помимо всего прочего, нельзя себя доводить до изнеможения двигательной активностью. Потому что здесь у некоторых, говорю, у вас слет в полымя, потому что вы либо тренируетесь до изнеможения, потому что водолеям свойственно, некоторые даже тренируются по 6 дней в неделю, по 2 часа там, каждый день, или же полностью может быть ситуация, когда вы закрываетесь от всех и не выходите из дома неделями, а может быть даже месяцами. Вот такие вот перепады, они будут очень сильно изнашивать ваш организм. Вам нужно это понять. В особенности по деткам. Деткам нужно с детства потихонечку приучать их к физической активности, но непосредственно на тот вид спорта, который им нравится. Потому что в зрелом возрасте дети водолеи, они еще в менее выгодном положении, они не любят никакой активности и от этого могут быть более уязвимы к болезням сердца, сосудов, к заболеваниям нервной системы. Плюс для вас, для всех, как и для взрослых, так и для детей, температурные колебания, они для вас очень такие нежелательные, потому что вы плохо переносите холод, жару. Для вас идеальна жизнь в умеренном климате. Тогда вы будете себя лучше чувствовать, лучше высыпаться, и вы будете долгожителем, если научитесь самодисциплине и будете более внимательно относиться к своему состоянию здоровья. Поэтому вам в первую очередь исключить риск-факторы, это напряженную мозговую активность, все то, что вызывает бессонницу, ваше плохое самочувствие, нервные расстройства. И, конечно же, это будет влиять и на психосоматические проявления, такие как судороги, невралгии, проблемы с желчным пузырем. И вам больше, чем, кстати, другим знакам зодиака, вредит курение. Почему? Потому что водолей – воздух, курение. То есть вы, по сути, отравляете свою энергию, которая входит в вас. Банально, но факт. И это отражается, в принципе, на вашем состоянии организма в целом. Плюс вам нежелателен сидячий образ жизни, я бы сказала, даже противопоказан. И поскольку у вас слабая сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, склонность к головокружениям, контролировать ваше давление. И здесь еще такой момент, как рекомендация. Поскольку у вас высокая подверженность солнечным ударам, исключайте длительное пребывание на открытом солнце, потому что может быть тепловой удар и ухудшение вашего самочувствия. Ну а сейчас мы с вами посмотрим рекомендации по каждому из домов, о чем здесь будет идти речь. Итак, у вас по второму дому. Здесь ложится королева жезлов. Королева жезлов – это стремление к социальной активности, это стремление к общению, потому что королева жезлов – я хочу быть в центре внимания, я хочу общаться, я хочу коммуницировать. Более того, это желание быть востребованными. То есть вам крайне важно и общаться, и, знаете, как быть у всех на устах, потому что это карта, которая говорит о том, что вы без этого общения, без коммуникации гаснет ваш огонь. Вы начинаете, знаете, затухать. Помимо всего прочего, видите, аркан маг. Любые болезни, все, что у нас первопричина идет по второму дому, бумагу вы можете контролировать самостоятельно, в особенности к своевременному обращению к врачу, если что-то у вас болит или вас беспокоит. Если мы будем смотреть 8-й дом, то по 8-му дому колесо фортуны.
это чаще всего несчастный случай, потому что колесо фортуны – это удача, случай, 8-й дом, дом кризисных состояний – это несчастный случай. Но, как мы уже говорили, это может быть удар молнии, это все, что у нас связано с вопросами электричества, и, как я вам озвучивала, это все, что может быть связано с радиацией. Потому что вот дотягиваю, если смотреть еще вопросы наследственных заболеваний, то колесо фортуны и двойка чаш, то, что переходит по наследству, это болезни, связанные с кишечником. Поэтому обратите на это такое пристальное, сделайте акцент, пристальное внимание. Смотрим с вами, анализируем 6-й дом. По 6-му дому. Туз жезлов. Туз жезлов – это воспалительные реакции в организме, на которые вы, по сути, плюете. То есть температура, и температура, само пройдет. А по факту температура может свидетельствовать о воспалении легких. Или об ОРВИ, которое вы переносите на ногах, а потом вот, пожалуйста, последствия на сердце. Поэтому здесь это как акцент и рекомендация не игнорировать повышение температуры вашего тела. Особенно если у вас температура субфебрильного характера, то есть непонятно откуда она, почему, и длится длительный период, и нет на то вроде первопричин. То есть не откладывайте это в долгий ящик, обязательно такие вещи обследуйте, диагностируйте, чтобы сразу искоренить что-то более глобальное. Анализируем с вами 12-й дом. Что по 12-му дому? Паж мечей. Поскольку у нас паж мечей – это карта аналитики, то есть это найти, накопать, нарыть информацию, обсудить, взвесить, то, простите меня, в вашем случае это то, что 12-й дом – это хроника. В вашем случае могу сказать и так, это горе от ума. Потому что вот это ваша излишняя мозговая активность, а вот если бы я сделал так, а вот надо было вот иначе, а вот как бы тогда развивались события. То есть вы очень глобально анализируете и прошлое, и текущее, наше настоящее и будущее. И как следствие вот это вот перенапряжение, оно негативным образом сказывается на вас. В чем именно? Туз пентаклей – это закупорки сосудов. То есть здесь это приводит из-за вашего волнения к повышению артериального давления и к прочим проблемам. То есть сами себя, как говорю, наворачиваете. Двойка жезлов – это не то, чтобы искать альтернативу. Двойка жезлов, вы должны понимать, что бы ни случилось, по сути, всегда есть выход. Поэтому ко всему относиться с позиции равновесия и состояния покоя. Мы даже, конечно, с вами посмотрим, как вам это стоит проработать. Что у нас здесь? 5 монет, 9 жезлов. У вас четко карты показывают одно и то же. Смотрите, 5 монет – это указание на то, что какой бы ни была кризисная ситуация, по 9 жезлов вы всегда сможете ощутить состояние защиты. То есть чувствовать себя защищенным. Почему? Потому что по 2 монет всегда есть альтернатива. Выход из самых сложных, запутанных моментов. Из самых сложных ситуаций. Поэтому нет смысла себя наворачивать, переживать. Это, знаете, как решать проблемы по мере их поступления. Это, наверное, основная рекомендация для вас и для вашего знака зодиака. Пусть вообще все сказанное мной вам будет во благо. Помните, что в любом случае это пища для ума и размышлений. Не обязательно вы должны с этой информацией соглашаться. Вы при своем желании можете это все проанализировать самостоятельно, изучив ваши натальные карты, сопоставив, сравнив, сделав выводы. Но я верю в то, что эти рекомендации Таро позволят вам заняться качеством своего здоровья и тем самым продлить свою жизнь. Поэтому вам долголетия, крепкого здоровья, счастья и реализации. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.